Привет, друзья! Всем привет! Вы на канале «Русский с Максом». Это канал для тех, кто изучает русский язык. Это диалог, друзья. Сегодня у нас диалог. И в этом диалоге мы с Юлей, с моей женой, будем говорить про нашу жизнь в городе Неукен, Аргентина. Да-да. Если вы не в контексте, то уже было у нас видео про то, почему мы решили пожить в Неукене после Буэнос-Айреса. Да, Юля? Да. Мы в том видео как раз обсуждали, почему мы хотим пожить в другом городе. Юля, давай поговорим про наш опыт жизни в Неукене. В Патагонии. В Патагонии, да. Расскажи, сколько мы в Патагонии уже? 1,5 месяца. Ага, 1,5 месяца. Да, где-то 1,5 месяца. Что ты, скажем так, успела сделать за эти 1,5 месяца в Неукене? За эти 1,5 месяца я успела записаться в школу каякинга. Так. И даже 2 или 3 раза, не помню, сходить на занятия. Ага. И это очень круто, потому что Неукен находится на 2 реках. Катаемся мы пока, правда, только по одной, но это очень круто, очень красиво, потому что на каяке ты можешь оказаться в тех местах, куда ты никак не доберешься пешком. Да, это правда. К сожалению, в рамках занятия там нельзя выйти на берег, погулять. Да? У нас ни разу такого не было еще. Я тоже хожу на эти же занятия по каякингу, и мы уже 3 раза минимум выходили на разных островах, гуляли. Вот здесь вот будут фоточки, которые я сделал на одном из островов. В общем, очень прикольно. Я пока ни разу, но, возможно, на следующем занятии мы куда-то доплывем. Еще что? Еще мы довольно много ходим гулять здесь в местность, которая называется Бардос. Это что-то у меня типа... было видео про Бардос. Давай сделаем отсылку к этому видео. Да, это холмы в пустыне, в степи. По степи. По степи, да. И это очень круто, потому что это в 5 минутах ходьбы от нашего дома. Тебе не нужно никуда ехать, ты просто перешел дорогу и ушел в степь. Ушел в степь. Тебе это нравится, Макс? Да, так более того, вот даже сейчас мы сидим, и я вижу бескрайнюю даль, я вижу линию горизонта, я вижу очень-очень далеко вот туда, вдаль. Да. Поэтому это очень притягивает твой взгляд. Мне очень нравится сидеть, работать за компьютером. Ты поворачиваешь голову, и ты видишь бесконечную степь и небольшие горы. Вот, это все очень-очень красиво, очень красиво. Что с Сабриной? Сабрина пошла в детский садик. Да, Сабрина пошла в детский садик. Впервые в своей жизни Сабрина ходит в детский сад. Да. Удивительно, что ей зашло. Да, ей нравится, она явно довольна тем, что там происходит, и она любит играть с другими детьми, любит, когда много всяких интересных активностей, она очень экстраверт, так вышло, поэтому сейчас на 3 часа в день она ходит в детский сад, и пока что все идет нормально. Да, все идет здорово, она уходит, приходит сама на автобусе. Нет, Сабрине 1 год и 7 месяцев, да? Поэтому нет, конечно, мы ее отводим в детский сад. Кстати, вот интересная лексика, да? Отвезти ребенка в детский сад. И забрать ребенка. И забрать ребенка из детского сада. Кто отводит Сабрину в детский сад? Я или ты? Да, иногда я, иногда Юля, чаще Юля пока что отводит Сабрину в детский сад. И я ее, по-моему, не забирал или 1 раз забирал. Наверное, 1 раз. Да, в общем, Юля пока отводит Сабрину в детский сад и забирает тоже. Окей, Юля,
Вопрос такой. Что нам удалось реализовать здесь, в Неокене, из того, что мы хотели? То есть Например? у нас были ожидания. Мы в Буэнос-Айресе записывали видео. И мы там говорили, мы хотим от Неокена этого и этого. И что нам удалось или не удалось реализовать? Какие ожидания наши оправдались, а какие не оправдались? Давай, первое. Больше бывать на природе. Мне кажется, оправдалось, потому что просто Неокен таким образом расположен, и мы живем на самом севере города, поэтому нам очень просто добраться до некоторых природных мест. А что значит Неокен находится на севере? Это Нет, север, сказала, значит, природа? Нет, я сказала, что мы живем на севере города, близко к степи. Ага, вот, То да, есть, надо уточнить. да, нам не нужно ехать, до степи, мы можем идти туда гулять. И одна из рек тоже близко, мы можем дойти туда пешком. До второй 20 минут на автобусе проехать. Ну, короче, действительно, природа близко от нашего дома. Да. И у меня было видео, я показывал там, вот где дом, где начинается природа. То есть мы больше проводим времени на природе? На природе, безусловно. Хорошо, но я от тебя слышал, что ты говорила, что я здесь меньше гуляю, чем в Буэнос-Айресе. Это так? Мне кажется, что это так, потому что в Буэнос-Айресе мне было очень комфортно гулять по городу. Здесь именно по городу гулять, во-первых, менее комфортно, если ты гуляешь с коляской. С детской коляской. С детской коляской, потому что город так или иначе находится на холмах, Да, поэтому есть ступеньки, где-то дорога обрывается, и там нужно, не знаю, идти по проезжей части. С коляской детской идти не очень удобно. Плюс в целом город довольно небольшой, и здесь нет, наверное, каких-то в городе именно достопримечательностей. В Буэнос-Айресе много достопримечательностей, парков, какой-то исторической архитектуры, и там довольно интересно гулять. Здесь, в самом городе, наверное, мне гулять чуть менее интересно, и поэтому у меня... менее интересно. Как политкорректно. Да. Мне чуть менее интересно. И просто я знаю Юлю. Юля такая, мне здесь не нравится гулять здесь. Ну, это неправда. Что значит мне не нравится гулять? Просто чуть менее интересно. То есть вот это супер интересно, да, вот здесь Байрос, и вот Неокен чуть менее интересно, да. Вот так. Я бы сказал вот так. Ну, не согласна, не знаю. Но, да, вот в силу двух причин, что в городе не так много мест, где интересно гулять, плюс не везде удобная инфраструктура, чтобы пройти с коляской, мне кажется, что я меньше здесь двигаюсь. Окей, принято. А у тебя как впечатление? Ты здесь больше двигаешься или меньше? Наверное, больше, хотя я пока не могу сказать точно. То есть, наверное, больше, да. Я точно больше бываю на природе. В целом, я все равно считаю, что я двигаюсь недостаточно, и у меня недостаточно спорта и нагрузки, но я пока не представляю нахрен, как вот реализовать здоровый образ жизни, работать эффективно, заниматься ребенком и так далее, жить в другой стране и все это делать вот так вот очень эффективно, очень хорошо. Продуктивно, быть успешным. Нет, иногда хочется выпить пиво, потому что ты в стрессе, и ты такой думаешь, черт побери, мне нужна банка пива. Иногда хочется просто лечь и умереть, вот так вот лежать на кровати. То есть на самом деле... Как грустно. Ну, кому грустно, но мне хочется быть честным с собой и с аудиторией. Действительно, по-разному все идет, поэтому я не могу сказать, что
переезд в Неукен решил какой-то ряд проблем, ну, не проблем, сложностей. Не могу сказать, что переезд решил ряд сложностей, но мы и не думали, то есть мы уже понимаем, что переезды никогда не решают какие-то внутренние сложности, да, то, что тяжело морально, там, стресс и так далее. Вот, но, да, сейчас я закончу уже быстро, скоро закончу. Но факт в том, что да, как бы ментальное здоровье улучшилось, мне кажется, у меня в общем. Ну, то есть в Буэнос-Айресе было часто прям вот, как это сказать, так, безысходность, такое чувство безысходности. Помнишь, когда я просто шел на диван, включал какое-то видео и просто вот так вот смотрел? Здесь такого нету. Есть немножко вот такой хаос, стресс. Вот сейчас туда, сейчас сюда, одно другое, но вот такой безысходности вот такой нет. Вот. Понятно. Ну, видишь, ты решила быть политкорректной в этом видео, а я решил, как это у нас говорить, рубить правду матку. Да, я не знаю, что рубить. Правду. Я все сказала, как думаю. Ну, видишь, ты, может быть, ты просто думаешь так, ну, конечно, в кавычках политкорректно, но я имею в виду так вот выражать себя чуть менее, а я предпочитаю говорить вот так сегодня. У меня такое настроение. Рубить правду матку. Это такое выражение, друзья. Вот, Юля, еще один момент, который хотелось бы обсудить. Мы думали, что здесь будет больше практики испанского, так как здесь у нас нет друзей, нашего круга общения. Ну, здесь, в Неукене, да. Расскажи, пожалуйста, что с практикой испанского? Я думаю, что здесь больше практики испанского, потому что, как минимум... У нас здесь больше практики испанского, У нас здесь да? больше практики испанского. Мы ходим в школу каякинга. Там все наши одногруппники аргентинцы, и мы с ними так или иначе коммуницируем на испанском. Ты еще на йогу ходишь. 2 раза ходила. Да, я хожу на йогу. Там тоже все ребята отсюда. Детский сад. И когда мы искали детский сад, мы ходили, знакомились с директорами, да, ходили на экскурсии, тоже все на испанском. Не знаю, обычно какие-то разговоры, которые завязываются на улице, они здесь тоже более длинные, потому что как только ты говоришь, что ты приехал из России, все очень удивляются, потому что здесь есть русские, но их очень мало, и здесь мало туристов, и для многих удивительно, как ты приехал из такой далекой страны, почему ты здесь, почему Неукен. И поэтому, да, ты практикуешь испанский. Еще забавно, что люди очень удивляются, когда ты говоришь, что, ну, я приехал сюда, потому что здесь природа. Очень удивляются. Люди такие, чё? Какая природа? Тут пустыня, степь вокруг. Да, 4 часа проедь, там Анды, там, наверное, никого не удивит фраза, что я переехал сюда из-за природы. И приходится объяснять, что, ну вот Буэнос-Айрес, он мегаполис, вокруг нет каких-то природных мест, а здесь вот есть реки, есть степи, есть небольшие леса. И это практика испанского. Да, это правда, это правда. Ну что ж, в целом, как бы ты оценила, что бы ты сказала про вот этот переезд? Скорее, он оправдал твои ожидания, какие бы они ни были, или не оправдал? Скорее оправдал. В целом, мы были в Неукене до того, как сюда переехать, поэтому мы точно понимали, ну, как выглядит этот город, да, что здесь есть, чего здесь нет. И мне кажется, что ожидания совпадают. Сейчас еще зима, она довольно теплая, но я думаю, что весной здесь будет вообще очень красиво, потому что уже сейчас цветут некоторые деревья, а весной все будет становиться более зеленым, более таким цветущим, более солнечным, хотя и так солнца полно. Да, здесь солнце каждый день. Сейчас первые дни, когда идет дождь. Да, вообще. да.
Вот, ну, в общем, оправдал переезд ожидания, и мне кажется, здесь прикольно. А ты что думаешь? Твои ожидания оправданы? Я согласен, да. Наверное, я понимаю, что в будущем, когда мы уже будем более прицельно выбирать город для жизни, я понимаю, что, конечно, город должен быть побольше, чтобы и тебе, и мне было комфортно, вот, для жизни. Но это интересный опыт. Здесь есть природа, и вообще, ну, классно, что мы сюда переехали, и что мы видим другую жизнь в Аргентине. Да, это было, наверное, главным ожиданием, да, главной целью посмотреть в том числе другую Аргентину, не только столичную. Да, друзья, ну что ж, вот так течет наша жизнь. До встречи в следующем видео. Если вы хотите получать транскрипции, то внизу есть ссылка на membership-программу. Там есть транскрипции для видео, для подкастов и разные дополнительные материалы. До встречи в следующем видео. Всем пока!